Видно, слышно меня. Ну, видно вот ваш экран, и все слышно у вас. И презентацию слышно. Да, презентацию слышно. Ой, А вот презентация. Видна вам презентация. презентация видна, То а есть, вас не видно. не. Ага. Сейчас мы найдем. Включить вид, включить. Вот это, наверное, я. Да? Да, все теперь. Да. Длительность и эти острова тропические, и все. И чаты, все видно. Да-да-да. Окей, тогда поехали, помолясь. У нас с вами чуть больше 40 минут на сложную тему галопом по Европам. Почему все очень быстро? А для того, чтобы вам потом было легче читать. То место, по которому будут контрольные, если вы будете у меня, и то место, где будет самое главное, собственно, нумерология, я скажу из селекции, потому что она большущая. Для адекватного функционирования нервная система должна получать постоянную информацию о нашем организме и окружающей среде. Она должна эту информацию и сохранить в своей памяти, переработать и выработать какую-то ответную реакцию организма. Как комар укусил, мы должны его прихлопнуть, да, например. Ответная реакция. Все большое количество раздражений, например, боль в желудке при гастрите или, например, свет солнца, мы воспринимаем, или, например, мы наступили на какую-то колючку. Да, мы все это воспринимаем большим количеством рецепторов, которые являются отростками нейронов. Рецепторы бывают совершенно различные по своему строению, по раздражению, которое вырабатывает в них электрический импульс, и по тому месту, где они, собственно, находятся. И по характеру ощущения. Рецепторы, которые ощущают боль, это свободные нервные окончания. Холод – это колба Крауза, тепло – окончание Руффини, или легкое давление – это диски Меркеля, рецептор волосяного фолликула. Глубокое давление тельца Гольджи и растяжение мышцы – это проприоцепторы мышечных веретен. И определенное количество их находится в коже, суставах, волокнах, суставов, в суставных сумках и в мышцах. Информация от рецепторов поступает в задние рога спинного мозга и далее формируется на уровне сегмента спинного мозга ответ в виде рефлекса, который невропатолог молоточком проверяет, и подается информация о том, что вы почувствовали холод, тепло или пищит комар, или вас кто-то ударил, идет эта информация в мозг в представительство, в корковое представительство анализатора. Бывают механо, хемо, фото, термо рецепторы. Рецепторы бывают экстраконтактные, болевые, тактильные, температурные, вкусовые, дистантные, то есть это звук, зрение, обоняние, проприо в суставах, сухожилиях и связках, интеро во внутренних органах, ну, например, в том же желудке. Рецепторы и части нервной системы и проводники, относящиеся к одному виду восприятия, называются анализаторами. Кожный анализатор, кинестетические суставно-мышечное чувство, которые развивают спортсмены, чтобы они могли стоять на одной ноге или совершать сложные гимнастические движения. Интероцепторы внутренних органов, интероцептивный анализатор, обонятельный, вкусовой, гравитационный, слуховой и зрительный. Соответственно, и виды чувствительности. То, что мы говорили, примерно точно так же и называются. И, наконец, то, что я сказал, все это объединено в единую табличку. Специальная чувствительность, зрительная, слуховая, вкусовая, обонятельная справа, фиолетовые полосочки. Общая бывает простая, болевые, температурные, тактильные – это экстрацепторы. Проприо находится
в мышцах, суставах, вибрационные волокна, давление, вес, кинестезия кожи и интерцепторы во внутренних органах. И сложные – это локализация, двухмерно-пространственное чувство, дискриминационная сложная чувствительность и стереогноз. Вот так вот на разрезе выглядит периферическое нервное волокно, в котором кроме, собственно, самого нервного отростка аксона находится плюсом еще адвентиция, жировая ткань и сосуды. А теперь самое сложное в этой лекции. Самое сложное в понимании, потому что то, что природа создавала сотни тысяч лет, вы должны понять за несколько десятков минут, которые вы будете потом читать это в учебнике. Так, самое сложное в теме чувствительность – это проводниковые пути. Здесь, на этой картинке, находятся проводники чувствительности. Зеленым цветом нарисованы проводники глубокой тактильной чувствительности. Что такое глубокая чувствительность? А это с закрытыми глазами, чтобы вы могли почувствовать, в каком положении находится у вас нога или рука. То есть вы закрываете глаза и хотите, ну, например, взять предметы, которые у вас на столе. Например, там это будет стакан, карандаш, лист бумаги. Да? То есть, несмотря на то, что у вас глаза закрыты и контроля нету, вы, ориентируясь только по рецепторным сигналам, которые идут с ваших суставов, по глубоким и тактильным, глубоким волокнам, вы ориентируетесь по ним, и у вас рука движется, собственно, за тем предметом, к которому вы хотите дотянуться. Итак, зелененький путь, проводники глубокой и тактильной чувствительности. Это то, что будет в угадайках, это то, что будет на дифференциальном зачете. Это самые частые вопросы, которые задаются на экзаменах, но у вас будет дифзачет. Итак, трехнейронный, раз. Первый нейрон находится вне спинного мозга, и он находится в спинномозговом ганглии и образован псевдоуниполярным нейроном. Почему псевдоуниполярным? У него есть точно так же и аксон, и дендрит, но просто они по длине, получается, довольно протяженные оба, и дендрит не короткий. Потому его вот так назвали псевдоуниполярный нейрон. Хотя это, конечно, неправильно, просто старое название. Итак, он находится в спинномозговом ганглии, он проводит сигналы, которые идут от глубокого рецептора, который изображен B, да, проходит, попадает в составе спинномозгового корешка, попадает в спинномозговой канал, не заходя в серое вещество спинного мозга, оно здесь нарисовано розовым цветом, не заходя, идет в задние канатики, которые по автору называются Голия и Бурдаха, и по этим задним канатикам на стороне рецептора, ну, то есть от связок и суставов правой нижней конечности, идут по правой половине спинного мозга, то есть по одной стороне, по ипсилатеральной или по гомолатеральной стороне, поднимаются вверх до продолговатого мозга, где вторым переключаются на вторую нервную клетку, которая и осуществляет перекрест. На вопрос, какой нервной клеткой, каким нейроном осуществляется перекрест, ответ: второй нейрон осуществляет перекрест на противоположную сторону. И далее через таламус, здесь он на картинке изображен циферкой 4, он уже попадает в постцентральную извилину головного мозга, и мы с вами чувствуем, что у нас нога согнулась куда-то. Зачем нужен таламус в голове? Почему сразу же не попадает в кору? И этот путь называется таламокортикальный. Зачем он нужен? Таламус называют триггером боли, называют эмоциональным триггером боли. И, грубо говоря, в зависимости от настроения человека, в зависимости от его желания, можно усиливать рецепторное восприятие, а можно, наоборот, ее ослаблять. Вы знаете, что некоторые тренированные люди, ну, классически считается, что это индийские йоги, что они могут
не чувствовать боли. Так вот, это именно как раз осуществляется на уровне таламуса. Можно отключить болевые восприятия. Или, например, если вы в хорошем настроении, вы можете вытерпеть боль. Если вы не выспались и в дурном настроении, боль вы терпеть не сможете. Это большое количество опытов было опубликовано на эту тему. Итак, мы с вами закончили рассматривать проводниковый путь глубокой тактильной чувствительности, который состоит из 3 нейронов, перекрест вторым нейроном, перекрест на уровне продолговатого мозга, а в спинном мозге он идет на стороне, собственно, болевого раздражения рецептора. Дальше мы с вами будем рассматривать проводник поверхностной и глубокой чувствительности, проводник болевой и температурной, извините, чувствительности, болевая и температурная, это то есть мы укололи палец или почувствовали, что чашка с чаем горячая, и сигнал от этого рецептора А, который нарисован синим на схеме, попал в точно такой же псевдоуниполярный нейрон, первую нервную клетку нашего проводникового пути, которая находится точно там же в спинномозговом ганглии, и дальше проводниковый идет отросток от псевдоуниполярного нейрона болевой температурной чувствительности в составе точно так же заднего корешка, попадает в спинномозговой канал, где входит в задние рога спинного мозга, в серое вещество спинного мозга, в отличие от проводников глубокой и тактильной, а болевая и температурная, синенькая, они зашли в задние рога и там переключаются на второй нейрон. И перекрест на противоположную сторону здесь точно так же происходит вторым нейроном. На вопрос, какой нейрон перекрещивает путь на противоположную гетеролатеральную сторону, ответ вторым нейроном. От второго нейрона, который находится, вторая клеточка синенькая, перекрест проходит через переднюю серую спайку спинного мозга. Она вот здесь на картинке видна, где я показываю указателем мыши. Поднимается на противоположную сторону на 1-2 сегмента выше и попадает в боковые канатики, белое вещество спинного мозга, боковые канатики спинного мозга на противоположной стороне от раздражения, на противоположной гетеролатеральной стороне или контралатеральной стороне. Если тут было ипси и гома, то тут гетеро и контралатеральная сторона и идет по боковым канатикам, поднимается точно так же до эмоционального триггера боли, до таламического триггера и переключается на третий нейрон, окончательный нейрон этого таламокортикального пути и далее проходит в корковое представительство, где мы чувствуем, что наш палец укололи, который находится в постцентральной извилине. И согласно гомункулюсу Пенфельда, который у розового человека вы видите здесь, описано ученым Пенфельда, больше всего корковое представительство есть у лица, потому что обилие мышц, мы с вами умеем разговаривать, нужно эти обилие мелких мышц и мелкой моторики кисти предложить большее количество нервных клеток, дабы управлять ими. А как вы видите, что на нижнюю конечность отведено гораздо меньше, чем вот на все лицо и кисть. Какой вывод? Зачем он нужен, вот этот вот путь? Сейчас есть томограф, сейчас есть энцефалограмма, сейчас есть еще что-то, анализы какие-нибудь, там мочи, крови. Зачем нам это все надо, вот эти полосочки? А дело в том, что, смотрите, например, произошла спинномозговая травма. Ну, давайте возьмем, это был удар ножом, вот сюда. Вы видите, вот мой указатель курсора, удар ножом разрезал половину спинного мозга слева. Что будет в клинике у данного человека? Так как у него поражается? Он поражается пути болевой и температурной чувствительности на противоположной. То есть, если ударить ножом и перерезать половину поперечника спинного мозга слева, то справа
справа, да, вот так вот это все справа отходит, справа, все конечности, все тело на 1-2 сегмента ниже, справа, с другой стороны, с контралатеральной стороны, не будут воспринимать болевые и температурные раздражители. А проводники глубокой и тактильной чувствительности пострадают на стороне разрезанного спинного мозга. И человек, данный травматик, который получил травму спинного мозга, не будет получать информации от суставов, где находятся его суставы, на стороне повреждения спинного мозга. Собственно, вот эти вот слова, они самые главные, они быстро в голове не укладываются, но при показе больных все становится ясно, и невропатолог может на основании осмотра пациента может сказать, где поврежден спинной мозг. Это может быть не нож, это может быть ломаный позвонок, травма, это может быть опухоль спинномозгового канала, например, липома, да? Это может быть гнойное заболевание внутри канала, ну, различные, их же много, это может быть и гнойник, это может быть и остеомиелит, это может быть это туберкулез позвонка, обилие заболеваний, ну, уникальный эхинококоз, например, для южных стран, любые варианты. И при осмотре мы можем определиться, в каком месте нервной системы поражения. Зачем мне это надо? Зачем, опять же, мне надо знать, где у пациента, в какой точке находится это поражение. У нас же есть, как вы говорите, анализ мочи, у нас есть анализ креатинина, у нас есть анализ глюкозы, у нас есть, ну, наконец, магнитно-резонансный томограф. Дело в том, что магнитно-резонансный томограф – это дорогая, очень ультрасовременная техника, и за каждое исследование каждой части тела человека надо платить. Или платит государство, или платит пациент, да, в зависимости от его страховки. Так вот, если я не укажу точно локализацию исследования, придется сделать МРТ всего тела. МРТ всего тела в новгородских ценах будет стоить 12 тысяч рублей. А потом в этих картинках еще надо будет разбираться. Если я точно укажу локализацию, одна зона исследования на МРТ спинного мозга обойдется пациенту в 3000 рублей. Вы понимаете, что государство и пациент будут экономить свои деньги, и, безусловно, лучше иметь обученного врача, который знает точную локализацию для исследования. Ну, дальше, например, мы не возьмем не только ситуацию с МРТ, я хочу направить пациента на какую-то лечебную процедуру, например, на физиотерапию, или произвести ему лечебную блокаду. Вы понимаете, что рост человека от 150 сантиметров до 2 метров, и где же мне эту сделать блокаду, мне его в ванну с новокаином положить, или взять шприц, или в конкретную точку сделать инъекцию 2-кубовую новокаина, да? Опять же, если я определился точно с топической локализацией на основании вот этих знаний проводников поверхностной и глубокой чувствительности, я точно поставлю топический диагноз, обученный врач, поставлю локус МРТ для фотографии, поставлю задачу физиотерапевта и сам могу произвести лечебную блокаду, если она показана, соответственно, вот этой схеме. Вот зачем, собственно, мы вот это все и проходим. Это была самая сложная часть лекции. Она есть в учебниках. Я вам рассказал ее в конспектном стиле. Дальше она просто будет читаться легко. В боковых канатиках располагается эксцентрично волокна. Волокна от ног наружу, рук внутри. Зачем мне это знать как неврологу? У меня есть, опять же, МРТ. Дело в том, что была когда-то эпоха, когда не было МРТ. Была эпоха, когда МРТ было не во всех городах или дорого. Вот. Тогда это было единственным возможностью поставить, где растет опухоль. Какой я могу сделать клинический вывод из данной схемы? Вот смотрите, если опухоль, сдавливающая спинной мозг, растет экстрамедулярно, это медуля, спинной мозг,
экстрамедулярно, экстра снаружи, снаружи сдавливает спинной мозг, то сначала парализует ногу, и потом будет уже через несколько недель парализована рука. И пациент скажет: да, у меня сначала парализовала правую ногу, а потом у меня через 2 недели отнялась правая рука. Мы понимаем, что эта опухоль растет экстрамедулярно. Чаще всего, например, это липомы или гематома какая-то. И мы понимаем, что если нейрохирург пойдет на операцию, он ее удалит, и прогноз для восстановления у этого пациента благоприятный. В том случае, если пациент пришел и сказал, что у меня сначала парализовала правую руку, а потом через месяц у меня парализовала правую ногу, мы понимаем, зная вот этот закон Ауэрбаха-Флатау, что рука находится ближе к центру спинного мозга, мы понимаем, что эта опухоль, наверное, находится интрамедулярно, а если интрамедулярно, этот больной неоперабельный. И торопиться и говорить, что бегом сегодня в течение 2 дней вы должны попасть к нейрохирургу, чтобы у вас вот эту экстрамедулярную компрессию убрали, мы понимаем, что это интрамедулярный рост, скорее всего он диффузный, инфильтративный, и скорее всего это, если не гнойный процесс, то не гнойный миелит, это не рассеянный склероз, мы понимаем, что скорее всего вот этому пациенту, если это злокачественный метастаз или опухоль, помочь невозможно, потому что это исцена. И мы говорим, что успокаиваем и настраиваем пациента на то, что бежать никуда не надо, потому что, скорее всего, это будет интрамедулярная опухоль. Вот, собственно, что нам дают знания экстрамедулярного, экстрацентрического расположения волокон в боковых канатиках спинного мозга. По гомункулю Пенфельда мы с вами сказали, что тех мышц, которыми нужно управлять в их корковом представительстве, должно быть больше. Соответственно, их здесь и больше для лица и языка, и для кисти. Гомункулюс Пенфельда. Когда мы исследуем пациента, ну, например, с диабетической нейропатией, кроме исследования рефлексов и мышечной силы, мы исследуем ему пункт номер 3 чувствительность и будем проверять тактильную, болевую, вибрационную чувствительность и мышечно-суставное чувство камертончиками, иголочками, щеточками. Будем проверять, насколько у пациента поражены периферические нервы и наше лечение эффективно или нет, назначать ли другое или нет. Да? Дополнительно у нас есть исследования, кроме рук, молоточка, иголочки и камертона, то, что может быть поместиться у меня в кармане, есть еще электронейромиография, диагностика. А так, конечно, чаще всего на приеме, потому что, понимаете, у невролога на приеме не так много времени, чтобы сделать какие-то нейровизуляционные методы. Чаще всего у него то, что есть под рукой, то, что вы видите здесь. Методы исследования мы уже с вами сказали, какие использует невролог. Мы проверяем все те виды чувствительности, которые мы можем проверить. Называются пальцы, называются движения, куда я сгибаю руку и рисую предметы на коже, и он с закрытыми глазами, пациент мне говорит, я нарисовал кружочек или нарисовал крестик, прикоснулся я одним пальцем и 2, для того, чтобы определить, какие виды нарушений чувствительности есть у данного человека, потому что определенные виды характерны для определенных видов заболеваний. Сейчас новые для вас латинские слова. Дизестезия может быть, пожаловаться пациент. Вы приходите к пациенту и спрашиваете, что вас беспокоит. Он вам сразу же говорит дизестезия. Вот. Пациент объяснит по-другому. Он скажет, что укол иголки вашей, которую вы покололи ему ногу, руку, он использует, как будто его обожгли кипятком. То есть извращенное восприятие получается, что значит, он почувствовал уже другим анализатором. Был болевой рецептор использован, а он рассказывает, что там как будто его обожгли кипятком, то есть получается уже раздражение температуры. Полиэстезия. Однократный один укол иголкой. Пациент говорит, что уколов было одновременно много, будто мы игольчатым молоточком ему ударили по ноге. Синестезия. Синестезия
Очень интересное такое ощущение. Мы не будем говорить про гениальных людей, которые пользуются и являются синестетами, и которыми благодаря этому становятся, если не шизофрениками, то гениями, да, потому что они чувствуют сразу же, например, светомузыкальная соната, да, то есть соната не только написанная музыкальное, как музыкальное произведение, но вместе еще с световой гаммой, светомузыкальная соната. Вот. А в неврологии будет все гораздо проще. То есть раздражение иголкой или грузиком, или какой-то там щеточкой, или прикосновением руки врача к пациенту. Пациент может услышать резкий звук или запах, или то есть кроме боли он почувствует еще раздражение какого-то другого анализатора. Аллохирия. Аллос – чужой, хейрос – рука, другая рука. Уколол справа, он почувствовал слева. Гиперпатия. Гиперпатия, когда я его дотронулся, он говорит, я надавил. Я его чуть-чуть уколол, он говорит, я тебе иголку загнал практически под ногти. Гиперпатия. То есть получается порог восприятия, и он не может дифференцировать, это было легкое раздражение или было слабое раздражение. То есть если есть поражение нервной системы и у пациента развивается гиперпатия, с ним, конечно, очень сложно, потому что он минимальное раздражение, минимальное минимум, он воспринимает, как будто его очень много, оно очень интенсивно, и он его не может локализовать. И я уже убрал свою руку или раздражающий инструмент, молоточек, иголку, щеточку, там, грузики, а он говорит, у меня до сих пор болит и давит, ты мне так нажал, что у меня будет болеть теперь несколько дней. Да, это пациент с гиперпатией, это больной пациент, это не вы такой сильный. Типы, это были виды, типы, в зависимости от того места, где была перерезана нервная система или проводниковый путь, где находится опухоль, метастаз, инфаркт или гематома, или абсцесс, где сдавлена или уничтожена нервная система, будет называться типом расстройства. Церебральный вариант. Это корковый тип, если повреждена кора головного мозга. Подкорковый тип под корой головного мозга, где находится капсула. Проводниковый в том случае, если какой-то проводник в головном мозге поражен, белое вещество. Спинальный, если поражен спинной мозг. Сегментарный один сегмент, проводниковый, если перерезан боковой канатик и перерезаны проводники. А сегментарный – это серое вещество. Есть определенные заболевания, например, как сирингомиелия, там поражаются все расстройства чувствительности идут по сегментарному типу. Или периферический тип, если перерезан корешок, ну, например, грыжа диска его сдавила, соответственно, у пациента будет все, что ниже сдавления, все будет выдавать различные симптомы, характерные поражению нервной системы, то есть гиперпатия или гипоэстезия или гиперэстезия. Невральный тип, если поражен или поврежден нерв. Поражение и повреждение, знаете, два этих слова, они отличаются. Поражение – это болезнь, а повреждение – это травма. Итак, нервная система поражена или повреждена, и, соответственно, будет называться, если нерв какой-то, будет называться невритический тип, невральный тип. Полиневрит. Диабет, алкоголик, самые частые пациенты, диабетик и алкоголик, самые частые два пациента, которые придут к врачу-невропатологу с полиневритическим типом. Этот тип будет характеризоваться нарушением чувствительности по типу перчаток и носков. Сначала пациент говорит, что у него нет чувствительности
как будто одеты носки, он ничего не чувствует. Дальше он скажет, что как будто одеты гольфы, он не чувствует. Дальше это уже гетры, дальше чулки и так далее, и так далее. И нарушения чувствительности поднимаются вверх с годами, если не лечить сахарный диабет или злоупотреблять алкоголем, то есть альтернативные повреждения нервной системы, этот пациент будет говорить, что у него не чувствует. В случае повреждения задних корешков мы увидим у пациента нарушение чувствительности в соответствующих дерматомах, как видим на картинке. Задние рога, как вы помните, по проводниковым путям поражается только болевая температурная чувствительность, а сохраняется глубокая и тактильная, то есть будет только болевая температурная. Это синдром заднего рога. Сирингомиелия, вы видите белые прозрачные, ну такие белые образования в сером веществе спинного мозга, называется заболевание сирингомиелия. Эти пациенты придут с массивными ожогами к невропатологу. Почему? Потому что у них типа куртка или полукуртка, и они не чувствуют тепло, они могут прижаться к печке и простоять часами, не зная, что печка горячая, или взяться за чайник, которому кипятке, потому что они не чувствуют температуру, возьмутся за него руками, потому что температурная чувствительность полностью выключена. Синдром передней серой спайки, поражение задних канатиков. Здесь поражается только суставно-мышечное чувство, а боль и чувствительность у человека есть. Синдром бокового канатика. Вы помните, соответственно, той схеме, которую я вам показывал по проводникам болевой и температурной чувствительности, пациент не будет чувствовать все, что на противоположной стороне, не будет чувствовать боль и температуру. Если поражена половина поперечника спинного мозга, бронхоцикар, будет вот такое вот зеленое и синее, на одной ноге глубокое, на другой стороне болевая, он не будет чувствовать. При поражении ствола головного мозга мы, я думаю, что займемся это уже при альтернирующих синдромах болевой чувствительности, когда будем инсульты с вами проходить. Внутренняя капсула. Правило 3 геми. Гемингипестезия на противоположной, гемианапсия и гемиатаксия. Постцентральная извилина. Ну, например, этот человек all left, все слева не чувствует, это постцентральная извилина справа. Тоже на основании проводниковых, функциональный. Кто это такие? А это товарищи, которые выдумывают. Товарищи, которые выдумывают, которого быть не может. То есть, которые не существуют в природе. Эти граждане. Мы, зная законы распределения проводников, они скажут, что вот у меня именно так. А мы знаем, что там такого нерва нету, и что так быть не может. Мы понимаем, что это гражданин-истерик. Но здесь подробно рассказывается про периферические полиневротические сегментарные проводниковые корковые типы чувствительности, про которые я вам уже говорил, вы это прочитаете уже самостоятельно. Пациент может пожаловаться не только на боль и на то, что он не узнает предметы на ощупь, это астериогноз, он может пожаловаться еще на парестезию, это чувство, ощущение бегания мурашек. Мурашки бегают, как будто отсидел ногу. Вот это называется на медицинском языке латинским термином парестезии. Тоже возникает в том числе при полинейропатии. Анестезия. Не чувствую боли вообще. Нет, анестезия, не чувствую всех видов чувствительности. Анестезия. А анальгезия – это не чувствую только боли. Гипостезия – снижение всех видов чувствительности. Гипальгезия – это снижение только болевой. Гиперестезия – наоборот, повышение чувствительности везде. Если когда-то к вам обратится пациент с болью, знаете, что боль может быть не только связана с раздражением рецептора, она может идти из совершенно другого органа, проекционная, она может радиировать, то есть очаг находится на расстоянии, она может быть отраженная в зонах Захарина-Геда, когда она связана с патологией внутренних органов, она может быть фантомная, когда конечности нету, она может быть реактивная при сдавлении натяжении нерва.
боли в области анестезии и болезнь Пирогова-Митчелла. Это жгучие боли, это каузалгии боли. Сейчас я вам уже рассказываю механизмы боли немножечко уже больше. Это уже идет из лекции Лечфака. Существует несколько видов боли. Боль – это неприятные ощущения и эмоции, связанные с действительным возможным повреждением ткани. И чуть-чуть про боль. Я думаю, что на этом слайде, наверное, я закончу сегодняшнюю лекцию, потому что дальше это уже, наверное, проходить надо будет на цикле нервных болезней, тех, кто, собственно, становится неврологами. А так для вас хочу напомнить, что лечение назначается в зависимости от типа боли, который вы выставите. Потому что если человек с психогенной болью, с психогенными жалобами, ему назначить диклофенак, то есть нестероидное противовоспалительное средство, или кетарол, например, какой-то местный анальгетик, локальный анальгетик, да, то есть, например, новокаиновая аппликация, то, естественно, ему не поможет, он скажет, что вы не попали в точку и что врач плохой. Да? Вот. Если вы определили, что боль четко очерчена, хорошо локализуется пациентом, плюс подтверждается местным каким-то повреждением ткани, например, на красное, отечное, то можно говорить, что это активировались рецепторы в зоне вот какого-то патологического очага. Это ноцицептивная боль, она будет хорошо лечиться нестероидными противовоспалительными средствами типа найза, кетарола, немесила, диклофенака и иже с ними дексалгина, декскетопрофен. В том случае, если боль возникла, например, из-за сдавления грыжей диска корешка с позвоночники, да, это удел кого? Это удел людей, которые занимаются повышенной физнагрузкой, это или спортсмены, или люди, которые самостоятельно строят дом, вместо того, чтобы заплатить строителям или использовать механизм, они сами поднимают бревна, таскают кирпичи. У них, естественно, не у всех человек это неподъемный кран, не у всех выдерживают межпозвонковые диски, диски трескаются, вылазит пульпозное ядро, сдавливает корешок, который идет, питает мышцы, снабжается с мышцами нижней конечности, и возникает боль. Эта боль будет нейропатическая. Пациент ее опишет в определенных терминах, она будет трудно локализуемая, но ногу мазать в этом случае не надо, не поможет. Давать диклофенак или кетаролинайз, то есть нестероидный, или, например, аспирин или парацетамол, то тоже не поможет. Нейропатическая боль не лечится нестероидными противовоспалительными, если вы поставили диагноз нейропатической боли, но, например, это тригеминальная невралгия или, например, повреждение тройничного нерва, который может быть одонтогенный, отогенный, там различных вариантов генный, да. Тройничный нерв, естественно, он нестероидными противовоспалительными, боль не вылечится, он лечится по совершенно другим принципам. Вот, собственно, что хотел я вам дополнительного сказать, потому что дальше уже идет лекция по боли, она уже идет для врачей. Я думаю, что на этом мы и закончим. Да? Да, хорошо. 17:24, на 6 минут раньше. Хорошего вам вечера, до свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Скажите, пожалуйста, можно вопрос задать? Давай. Если мы осязаем сухой кожей что-то такое шершавое, да, или то, что нам неприятно, и при этом мы испытываем гиперестезию зубов, например, как это называется? Это периферическая боль или какой это вид боли? А можно еще один раз? Давай. Пример. Не все услышал. Если... Допустим, я рукой трогаю что-то вот вельветовое, ткань вельветовую или что-то вот такое шершавое, да? Тактильный рецептор. Ну, и чего? Да, Тактильная и болевая. И при этом я испытываю гиперестезию в области зубов, например, да, у меня такая боль прям отчетливая. Так подожди минуточку, так ты рукой трогаешь, а зубы болят, да? Да, как это называется?
мало информации. Это он имеет в виду, например, пенопластом об стекло, а ушам больно. А, Да, Скорее я всего. тебя понял. То есть непереносимость какого-то звука или тактильного. А помните, я вам, ребят, говорил, что есть эмоциональный триггер боли, таламус. Да. То есть в хорошем настроении одно. Ну вот, например, ты хорошо покушал, хорошо выспался, да, у тебя шикарное настроение, и ты берешь вот этот пенопласт или, например, ну, неприятное ощущение, которое вот ты мне сейчас описываешь, да, шикарное настроение, все здорово. Или мелом скрипит учитель по доске. Вот у тебя все здорово в жизни. Вот тебя это будет совершенно не трогать, этот пенопласт, если все здорово. Если ты не выспался, если у тебя плохое настроение, если ты голодный вдобавок, взвинченный, и вот тут еще добавок этот пенопласт или там, не знаю, что мел, тебе жутко будет больно, неприятно и так далее. Поэтому я думаю, что это один из вариантов, но особенности таламического триггера. Почему он раздражает? Ну, какой-то у нас дополнительная связь. Я не читал научных работ по поводу вот то, что вы рассказали. Вот. А так, я думаю, что это все завязано на таламусе. Было много очень исследований. Но давайте вам скажу, есть такой итальянский невролог Бенедетти. Он занимается нейропатической болью, вот этот мужчина-итальянец. Что он делал? Он приглашал студентов для того, чтобы они помогли ему исследовать нейропатическую боль. Студентам, кстати, платили за это 10 евро. Студент свою ногу погружает в ведро с водой. Эту воду начинают замораживать. И очень холодно. Сидят два студента. Одному говорят, все одинаково 10 евро. Одному студенту он говорит, cold good for your muscle. Холод – это здорово для твоей мышцы. Твоя мышца становится более крепкой, тренированной. Там рождаются новые волокна. Она становится более устойчивой, и ты можешь добиться значительных спортивных достижений. Говорится одному студенту. И студент терпит эту холодную боль 24 минуты. Другому студенту, у которого нога засунута в то же холодное ведро, которое охладилось, и говорят, ты знаешь что, мы не точно уверены, но такое впечатление, что вот ты когда ногу вынешь, она у тебя потом будет болеть месяц, и, вероятно, твои мышцы некоторые все-таки будут повреждены. Этот студент, он терпит эту боль 12 минут. Это итальянские исследования. Получается, что одно и то же раздражение люди могут по-разному ощущать. Да? Причем здесь холодная вода, кажется, и мои разговоры. Вот это плацебо, нон-плацебо. Внушение. А? Причем Внушение нет. это называется плацебо, нон-плацебо. Это профессор Бенедетти. Я вам продемонстрировал. Ну, там у него много очень опытов. Это интересная лекция по боли. Может, я ее буду читать там, для этих Неврологов. или для неврологов. Или 2 октября у меня приедет профессура из Санкт-Петербурга, в том числе и психиатры приедут, в том числе и неврологи, профессура приедет 2 октября в парк Ине с утра до вечера. Это пятница, будет конференция для неврологов и врачей. Собственно, можно посетить, там заранее будет информация у меня же, информация о том, какие будут лекции, и можно будет послушать. Профессор Корешкина про мигрень будет говорить, профессор Арештова про стресс будет говорить, профессор Вончакова, Нина Павловна, психиатр, будет, не помню про что уж, тоже про что-то будут говорить. Вот хотите профессуре там задать тот же вопрос, может быть, получите другой ответ. Будет главный невролог Северо-Запада, профессор Баранцевич, будут доценты с его кафедры. Ну, большое количество москвичей, я не знаю, из Москвы кто-то приедет или нет, а так будет в основном питерская профессура. Можно Это платный вебинар. Это не вебинар, это живьем, кофе-брейками 2 октября в парк Ине. А конференция, просто я организатор, руководитель, потому вам рассказываю. Кто захочет, и придите. Обычно студенты все любят, парочка да придет.
бывает больше. Поняли? Да. Чего хотите спросить еще? Спасибо. Пока что вопросов нет. До следующей лекции придумаем. В субботу. Да, придумывайте. В субботу. До свидания. До свидания. Какие вопросы у вас тут отсветились по данной штуке-то? Висят у вас, да, ребят? По какой штуке? Ну, презентация висит. Нет, нету ничего. А хотя? Есть. 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 Все есть. Контрольные вопросы для вашего факультета. А можно еще вопрос, пожалуйста? Давай. Ну, давай. Скажите, пожалуйста, при пулевых поражениях головного мозга восстановление идет не только самого вещества, но и Повреждение. корки? Пулевое Повреждение. повреждение. Ага. Чего будет? Срок восстановления, например, и тут какие-то именно медицинские мероприятия, или это и возможно самостоятельно, то есть мозг сам может себя восстановить? Есть какой-то механизм? Существуют периоды, называется острый период травмы и восстановительный период и последствия. Значит, по инсультам я про травмы тебе меньше скажу, потому что нейрохирург, поэтому врать не буду, в методичке в эти не залезал. По заболеваниям скажу очень просто. Острый период инсульта 21 день, восстановительный период полгода, поздний восстановительный период от 6 месяцев до 2 лет. После 2 лет называются стойкие остаточные явления инсульта или последствия. После 2 лет считается, что уже ничего делать с пациентом не надо и толку нету. Я думаю, что при травме примерно те же периоды, то есть острый период будет где-то 2-3 недели, ранний восстановительный период самый благоприятный и эффективный для вкладывания в пациента усилий в виде гимнастики и лекарств – это 6 месяцев, и реабилитация последующая до 2 лет. То есть от момента заболевания до 2 лет какая-то реабилитация вообще эффективна, но ее эффективность снижается. Во-первых, частая практическая, в общем, такая цифра – это 3 месяца. То, что в 3 месяца произошло, это семимильными шагами можно достигнуть у пациента восстановления функций нервной системы. Вот то, что достигнуто в первые 3 месяца, это практически останется на всю жизнь с минимальной какой-то коррекцией в течение 2 лет. После 2 лет будут стойкие остаточные последствия. Ответил? Да, спасибо. Спасибо огромное. Мозг сам восстанавливается, но медленно. Это как чай без сахара. Лучше, если ты в чай добавишь сахар, ты будешь лучше соображать. Если ты скушаешь котлету, то тебя хватит до вечера. И точно так же с мозгами. Если ему дать определенные лекарства, мозг быстрее будет восстанавливаться. Если ему не дать лекарства, он будет восстанавливаться, но медленно. Когда будет тема инсульта, лекарства, там можно меня спросить, я что-то отвечу. На практике знаний больше, в лекциях чуть меньше. Не успеваю. Спасибо огромное. Режим времени очень маленький. Все? Или еще что-то хотите? Контрольные вопросы запишите. До свидания, до субботы. В субботу у вас сколько? В 9 утра, что ли? В субботу в 9 утра. До свидания.